Всем привет, с вами Максим, и вы на канале Принтсайт Типография изнутри. Сегодня я хотел бы поговорить про материалы для широкоформатной печати, про их классификацию, про то, для чего они применяются, где какие выбрать, как правильно с ними себя вести. Начнем, наверное, с самого простого, про что у меня меньше всего информации. Это материалы для планшетных принтеров, жесткие листовые материалы. Значит, что это может быть? ПВЦ, я подготовил образцы. ПВЦ есть разные толщины, это вспененный, кто-то говорит ПВЦ, кто-то говорит ПВХ, чтобы потом не придирались словам. Это вспененный материал, вспененный ПВХ, равномерная плита толщиной от 1 мм с тем, что я сталкивался, до 10 мм. Есть более тонкие и более толстые, но в рекламе в основном используются 2, 3, 5, иногда 8 и 10 мм плиты. Печать УВ, порезка легко делается, материал специально предназначен для этого вида печати. Дальше. Акрилы, они же оргстекло. Существуют прозрачные, молочные, белые и разноцветные материалы. Применяются как для декоративного использования, так и в изготовлениях световой рекламы. Вот пример, печать тоже на УВ, печать с белым, все хорошо работает. Дальше что у нас есть? Картоны. Картоны, предназначенные для печати специальным белым покрытием. Это гофрированный картон, в данном случае это 2 мм. Существуют они разные толщины. Есть же такой вариант, как реборд. Это более жесткий гофрокартон, предназначен для изготовления всяких стендов, ростовых фигур и тому подобных вещей, тоже специально предназначен для печати. Аналог синтетический — это картон-пласт, полностью такой же, как гофрированный картон, только из пластика. Сэндвич-панели. Сэндвич-панели, что это такое? Это АЦП сэндвич-панель, алюминий листовой с очень тонким слоем с двух сторон. Материал был предназначен для облицовки зданий изначально, потом его применили для печати рекламы. Хорошо гнется, хорошо выдерживает любые погодные условия, подходит для наружного применения. Внутри полиэтилен. Основная его часть — это есть полиэтилен с тонким покрытием алюминия. Очень хорошая, надежная штука. Дальше что у нас? Виском. Виском — это название торговой марки, сэндвич-панель. Полимер сверху снизу, специальный для печати. В середине вспененный материал. В зависимости от производителя материал может быть разный. Также разного цвета. Предназначен для печати, создавания всяких конструкций, стендов, стеллажей. По аналогии с плотным картоном, в большинстве случаев вы видели, наверное, в торговых центрах, в магазинах, супермаркетах полки с продукцией рекламные. Часть из них сделана из картона, это те, кто хочет получить экологичный, но менее живучий продукт. Часть из них сделана из вот такого материала, из такого сэндвича по типу вискома. Он долговечнее, более надежный, не боится воды, но все-таки он не настолько экологичный. Есть еще Капа. Капа тоже название торговой марки. Есть аналогичные панели других производителей. Есть Капа-пласт. Капа-пласт — это водоотталкивающий материал. Капа-лайн — это более экологичный, полностью перерабатываемый материал, который заменяет в некоторых случаях ПВЦ, он же ПВХ, но он мягче и не такой долговечный. Это основные материалы, которые используются в планшетной широкоформатной печати. Перейдем теперь к рулонной широкоформатной печати. Здесь материалов побольше, это будет более интересно. Значит, основные материалы — это баннеры разнообразные, про них я расскажу более подробно. Пленки самоклеющиеся тоже расскажу более подробно. Бэклит пленки — это аналог бумаги для печати постеров, которые вставляются в световые ящики. Также есть бэклит бумаги, которые менее долговечные, чем бэклит постеры, не подходят для применения в ящиках, которые висят на улице.
Бумаги для постеров разнообразные, бумаги для билбордов водоотталкивающие. Многие вы видели наружные уличные щиты. Много из них постеров клеится из бумаги. Также есть холст, есть разнообразные ткани. Это уже более специфические материалы, про них надо показывать в конкретных заказах. На них сегодня останавливаться не буду. Значит, баннеры. Что такое баннер? Это ПВХ, ПВЦ материал на тканевой основе для печати изображений, гибкий полностью, можно складывать, раскладывать, вмятины практически не остаются. Используется в декорировании внутри помещений для того, чтобы затянуть какую-нибудь стену, либо для наружной рекламы, всякие уличные конструкции, всякие оформления, допустим, козырьков и тому подобное. Также большие рекламные плоскости, которые вы могли видеть, это на всю стену дома, там тоже используется баннер в большинстве. В некоторых случаях используется баннерная сетка. Про нее сейчас расскажу. Баннерная сетка – это вот такая вот штука, вы видите, скорее всего. Это такой же, как баннер, материал, но с отверстиями. Просвечивается, так, наверное, вам будет видно. Для чего он сделан? Для применения в местах, где есть сильный ветер. Он не создает такую парусность, и поэтому ветром его не рвет, так как баннер во время, как у нас в Эстонии, допустим, шторм, а это бывает очень часто, ветер очень сильный, баннера просто разлетаются. Значит, что я могу сказать, какие бывают баннера и баннерные сетки? Они классифицируются как литые и ламинированные. Литые создаются путем литья сразу на армирующую поверхность полимера. Слой получается достаточно прочный, равномерный по толщине, по плотности. Все хорошо. Также существуют ламинированные баннера. Ламинированные баннера – это почти то же самое, но создаются путем ламинации под температурой нанесения полимера на армирующую поверхность. Они менее прочные, более подвержены температурным условиям, хуже выдерживают вмятины разнообразные, то есть если его хорошо скомкать, ламинированный баннер, скорее всего, полностью не разровняется. Литой через какое-то время примет свою первоначальную форму и будет ровный. Значит, баннеры используют в трех основных направлениях. Это фронтлит-баннеры для фронтальной наружной рекламы, вернее, для фронтальной печати, для фронтального использования. Блокаут-баннеры – это баннеры, которые можно печатать с двух сторон. Посередине идет армирующий, светоблокирующий слой, который не дает даже в условиях сильного освещения или там большого мощного солнца на улице, не дает просвечиваться изображению в две стороны, они хорошо работают. Также существует бэклит-баннер, он используется в световых конструкциях, идеально пропускает свет и создает эффект свечения, такой же, как, допустим, будет у оргстекла, только он будет мягким. Дальше, к чему мы придем, это самоклеящиеся пленки. Вот я подготовил веер от фирмы Aerofol. Это Aracal 641 серии. Пленки, как и баннера, бывают литые и ламинированные. Смысл производства примерно такой же, только без армирующего слоя. Также пленки классифицируются на полимерные и мономерные. Значит, ламинированные пленки и мономерные пленки предназначены в большинстве для недолгосрочного, в лучшем случае это 2-3 года применения. Они стягиваются, они подвержены наружным условиям, скажем так. Через какое-то время они трескаются, они не такие тянущиеся. В общем, у них применение значительно, область применения значительно меньше, чем у литых пленок. Литые пленки, полимерные пленки предназначены для более долговечного использования.
Хорошо подходят для поклейки на фигурные всякие поверхности по типу там обтяжки машин или еще чего-либо, там каких-нибудь ящиков, там где есть поверхность не ровная, а имеет всякие большие углубления или выпуклости. Для этого предназначены эти пленки. Пленки в принципе бывают кучи цветов, это может быть обычный белый, любой практически оттенок какого-либо цвета. Также есть металлизированные пленки. Сейчас я вам покажу, допустим, вот серый металлик, золото, бронза. Также есть голографические пленки, я в одном из видео я уже показывал, имеют rainbow эффект. Есть зеркальные пленки, у меня есть два цвета, серебро зеркало, золото зеркало, также есть бронза зеркало и другие оттенки зеркала. Для печати сольвентной есть специальные принт-серии пленок, которые имеют специальную поверхность для того, чтобы была максимальная адгезия сольвентных чернил к материалу, и они менее были подвержены механическим повреждениям. УВ-печать более универсальная, она может печатать в принципе на любых цветных пленках, особенно если у тебя печать УВ вместе с белым, ты ложишь белую подложку под низ и потом смиг печать. Получается очень классно, сольвент такое сделать не сможет. Самоклеющиеся пленки бывают как для внутреннего применения, так и для наружного применения с каналами, без каналов. Без каналов это когда у тебя клеящая поверхность обратная ровная, с каналами это специальные такие полосочки идут, которые не дают образовываться пузырям, когда ты клеишь. Также они есть специальные для обтяжки машин. Возможно, вы видели в интернете видео, когда с помощью фена затягивают полностью весь кузов машины. Это специальные пленки для автомобилей. Также пленки бывают светорассеивающие для поклейки на лайтбоксы. Они не дают желтизны, дают хорошую светопроницаемость и очень красиво смотрятся после печати на всяких лайтбоксах. Также пленки бывают светоотражающие. Как на многих машинах, допустим, скорая помощь, полиция и тому подобных, вы видели, при попадании лучей света пленка отражает их обратно, получается очень классный эффект. Такие пленки тоже существуют для печати. Конечно, сольвентная печать на них смотрится лучше, потому что слой краски намного тоньше, чем у UV. За счет этого отражаемость практически не меняется. UV дает более надежный, более красивый цвет, более надежный к механическим повреждениям оттиск, но за счет слоя краски степень отражения уменьшается. Также, что еще бывает, бумаги, как я говорил, существуют для лайтбоксов, бумаги для постеров, разной плотности. Обычно я использую, мне лично для себя нравится 200 грамм бумагу лайтбоксовую, за счет того, что в ней очень много мела, она чудесная на ощупь, она более толстая, чем обычная постерная бумага. Но, конечно, она более такая, крошится, если немножко ее ковырнуть. Ну, скажем так, на любителя. Бумаги для билбордов – это полусинтетические бумаги. С задней стороны они имеют голубой либо серый цвет, для того, чтобы можно было клеить на предыдущий постер новый постер и изображение не просвечивалось. Имеются также ПП-материалы, которые используются в основном в роллап-системах. Это полностью полимер, светоотталкивающий, водоотталкивающий, светонепроницаемый, водоотталкивающий. Тоже такая специфическая, нестандартная история для рулонной печати. Пленки, как и баннеры, представлены более знаменитыми производителями, хотя баннерный сегмент сейчас практически полностью выбили китайские производители. Баннера, когда я только начинал печатать, были немецкие, были итальянские, были французские, были бельгийские. Сейчас их практически нету. Весь рынок практически захвачен китайцами. С пленками самоклеящими ситуация другая. Китайские пленки еще не дошли до того
уровня, чтобы полностью заменить европейские пленки. Такие производители, как Aerofol, 3M, Mactac, Avery и тому подобное, все, наверное, про них слышали, как минимум про одного из них. Выпускают качественную продукцию. Многие клиенты хотят печататься именно на этих пленках, потому что ты знаешь, что если эта пленка по характеристикам заявлено, что она подойдет для этого места применения, имеет такой запас прочности, что провисит там 5, 7, 10 лет, гарантированно производителем, значит она столько там и провисит, в отличие от китайских пленок. Есть, во всяком случае, в Евросоюзе такие игроки, как Antalis, такие игроки, как Igepa. В Эстонии есть такой игрок, как Idelam, которые предоставляют, скажем так, свою пленку. У Antalis это Koala, у Idelam это Decal. У Igepa, не помню, как-то тоже у них есть пленка, как она называется. По сути, это китайские пленки, более хорошего качества, скажем так, премиум сегмент. Они их заказывают здоровеннейшими партиями сразу на склады всего Европейского Союза. За счет этого китайцы им дают хорошую цену на более-менее премиум качество пленки. Особого отличия от хорошего европейского производства я не вижу. Что я могу сказать? На бумажной подложке они точно экономят, потому что пленки иногда при печати идут волнами, потому что бумажный слой неравномерный. Где-то они его делают более тонким, в отличие от стандартных, хороших европейских производителей. На этом, наверное, сегодня все. Это такой вводный основной курс в мир материала для широкого формата. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следующее видео я постараюсь сделать про UV-DTF печать. Это очень интересное направление в печати, в брендировании, в создании сувениров, либо чего-либо еще для клиентов. Позволяет применять эту технологию печати на очень широком спектре материалов, на очень широком спектре продукции. В общем, будет интересно. Не пропустите, подпишитесь. Ну, и как я уже говорил, на сегодня все. Всем пока, до новых встреч.